Чайхана – это душа и мирное дыхание Востока. Салам алейкум. Вы смотрите народный проект «Узбекистан» на канале «Диалоги о рыбалке». Нет ничего прекраснее, чем собраться с друзьями в Чайхане и за пиалушки горячего чая обсудить сегодняшнюю нашу поездку на рыбалку. Кахрамон, куда мы сегодня собираемся? Ну, сегодня мы поедем на необычное озеро под названием Хадича, так как там видимость воды хорошая, и поедем мы не на простую рыбалку, а на подводную охоту. Обучим вас подводной охоте, научитесь новым навыкам подводной охоты, изучите, что такое подводная охота. Ну, я думаю, будет интересно. Как это у меня будет дебют, наверное. Это первый раз подводная охота. Я до этого никогда не занимался. Обычно у меня были всегда палки. С детства я помню, ловили камышовые вот эти палки у нас были. Да. Мне будет это интересно попробовать. На какую рыбу мы сегодня будем охотиться? Ну, сегодня будем на белого амура охотиться и на сазана. Попробуем сазана ловить. Но вечером у нас будет охота на хищника, как бы сом, она хищная рыба. Вот ночью будем на него охотиться. Ну тогда не будем тратить время. Поехали. Илюмин, чтобы у нас была удачная рыбалка. Всем ни хвоста, ни чешуи. Аллаху акбар. Озеро Хадича расположено в 65 километрах от города Бухары. Средняя глубина озера составляет 4,5 метра, а длина 290 квадратных километров. На этом озере можно рыбачить свободно и бесплатно. В озере водятся сазан, сом, амур, усач, плотва, селедка и другие виды рыб. Чистая и прозрачная вода этого озера, безопасная глубина, обилие света и разнообразные мелкие рыбешки – именно это и нужно для первого знакомства с подводным миром. Ну что, Каха, расскажи об этом водоеме немного. Ну, что я вам могу рассказать? Это водоем под названием Хадича, дикий водоем с дикой рыбой. Здесь очень много разновидностей всякой рыбы, вплоть до амуров крупных, сазанов, самов крупных тоже попадаются экземпляры хорошие. Усачи есть, но усач краснокнижная рыба, мы его не стреляем. Да, мы его бережем. Что, сазан, лещ, плотва, вобла, селедка есть хорошая. Каха, расскажи, я знаю одно, этот водоем один из твоих любимых водоемов, да? Да. Ты не первый год здесь рыбачишь, охотишься, занимаешься подводной охотой. Почему именно этот водоем?
Они как будто Ну, бы- этот водоем мне нравится тем, что здесь видимость воды очень хорошая, прозрак хороший. Для подводника в первую очередь нужна видимость воды, хорошая прозрачность. Ну, когда видимость есть, вы на расстоянии видите рыбу, можете издалека стрелять рыбу, рассмотреть, что за рыба. Нормально. Самые хорошие условия для подводника это у нас здесь, вот в этом озере Хадича. Знаешь, наверное, один из моих самых любимых вопросов. Самая большая рыба, которую тебе удалось застрелить, так получается, да, теперь? Да, да. Ну, я брал вот именно на этом озере амура на 12 килограмм. Это мой самый первый крупный амур. Сам брал на 12 килограмм тоже. Вот здесь вот яма на 7 метров. Вот там брали саменка на 12 килограмм. Самый крупный вот амурчик попадался на 12 и сомик на 12, да. А так мелочь, 3 килограмм, 1,5 килограмм сазанчики, самята тоже по 3-1,5 килограмма. Ну, до килограмма попадаются, но мы их не стреляем. За килограмм уже можно. Съедобная рыба считается. Расскажи мне, максимальная глубина в этом озере какая? Ну, здесь на этом озере не так уж много ям. Есть пару ям. Самая максимальная глубина в этой яме 7 метров. В основном меляк. Миляк. Да, и охота здесь в основном идет в камышовой зоне, в камышах. Так как весь сазан, вся рыба стоит в камышах, пробираясь через камышовые заросли, еле-еле, ну, добываете этих рыб. А так, пару есть, пару ям, которые 6-7 метров. Самое максимально 7 метров, не больше. Какое время года вот пик самой подводной охоты? Ну, самый такой пик, хорошее время года у нас считается среди наших подводных охотников это июнь, июль, август, ну и сентябрь. Потому что стоит жара, рыба уходит на мель в камышах. Вода, во-первых, теплая. Подводнику мало находиться в воде, ему, если теплая вода, в летних костюмах, вот как у нас сейчас. Мы долгое количество времени проводим в воде. А вообще, Это же наслаждение подводной охоты. да. А вообще бывают запреты или вот во время икромета вы Ну, охотитесь? во время икромета можно охотиться до 5 килограмм, ну вообще до 5 килограмм, но во время икромета желательно не охотиться. Подводный охотник берет, можно сказать, маточные поголовье. Себя уважающий Да. рыболов, я так думаю, что он не маточные будет. поголовье Бить. истреблять. Так как одна рыба, там несколько миллионов мальков может вынести и зарыблять этот водоем. Но мы не охотимся в это время в основном. В основном, я говорю, вот с июня по сентябрь. Вот самое хорошее время у нас. Нам позволяет наш климат. И видимость воды в это время очень хорошая. хорошая. Да, прозрак, очень хорошая в это время. Расскажи еще, Джим, какая температура воды сейчас здесь? Ну, температура воды сейчас снаружи, например, градусов 30, а в воде уже 27. Это поверхность воды. Поверхность. Я сейчас нырял 4300, в глубине 4 метра уже температура меняется. Это уже там 23, плюс-минус. Вот сейчас в данное время, у нас сейчас август. Каким костюмами ты пользуешься? Ну, Толщина, например, У у вас нас есть? оптимальный вариант 7 миллиметров, это вот. А зимой там есть костюмы там по 9 миллиметров, есть костюмы по 12 миллиметров. Но у нас зимой, не знаю, Никто не не охотится зимой, потому что, как сказать, рыба все уходит в яму, в зимовальные ямы, а в зимовальные ямы охотиться это в подводником, это не спорт. Еще, слушай,
В принципе, да, у нас зимой ни один водоем не замерзает, льдом не покрывается. Есть возможность, в принципе, рыбачить. Рыбачить можно, Охотиться, можно, да, но охотиться. просто есть такой, как бы, поговорка, надо нырять по душе. Не ради того, то, что добывать, там, Да. там это все, это Комфортно, чтобы комфорт, было, да? Вот. Я, например, как подводник, я не люблю зимой нырять и стоящую рыбу, как бы это. Понял. Еще один вопрос. Расскажи о своем оружии. Каким видом оружия ты пользуешься? Ну, ружья у меня все пневматы. Я охочусь с пневматическими ружьями. Пневмат это быстро заряжается и быстро стреляешь. Это тот же, как же, вот тот же спорт. А еще какие есть оружия? Есть арбалеты, их с резинки там. А, это как вот дергаешь. дергаешь это вот- там, здесь, знаешь, как бы дергаешь, это арбалет. Есть роллеры, есть арбалеты, есть, ну, разные виды ружей. Друзья, это Имеется, для но- меня, честно говоря, новый вид рыбалки. Мне действительно это интересно. Вот сколько, оказывается, видов оружия есть. У нас вообще в Бухаре много мест прозрачных. Водоемов. Водоемов у нас вообще штук 50, наверное. Или там 40, не знаю, вот я не посчитал. И там много у нас прозрачных мест. Даже у нас со столицы едут подводные охотники, чтобы здесь нырять. У нас прозрачность с водоемом хватает. Твой рекорд. Какая рыба была и сколько она весила? Ну, рекорд мой, самый рекорд 29 килограмм сом. Мгм. Это чисто сам добыл. А есть такие рекорды, которые вместе мы как бы с командой брали. Командой брали. Да, мы 3 подводных охотника были, там троем плавали. Один берет, второй добивает, третий еще там контролирует. Это, как бы, я же говорю, спорт. Надо друг друга поддержать. Держать. Одному плавать это опасно. Небезопасно. Вдвоем плавать это уже безопасно. Меры безопасности в подводной охоте. Самый первый, это везде, наверное, меры безопасности в первом месте стоит. Вот в подводной охоте, в фаре это все как бы хорошо. Понятно. Поэтому мы это трофей 50-килограммовый сом взяли троем. Взяли 36-килограммовый сом тоже троем. А вот 29 килограмм это я сам как бы добыл. Личный рекорд. Отличный рекорд. Да, Отличный рекорд. сом. А Отличный рекорд. белый амур по 13 килограмм. Есть друзья, например, по 20, 25, 21 килограмм взяли. Есть у нас трофейные, вот трофейщики есть у нас. И один из них мы сами, все подводники, трофейники. Мы стараемся мелочь не брать. Мы стараемся только на трофейную охоту. Вот. Вообще подводный охотник всегда мечтает добыть белый амур. Белый амур это как раз таки тот соперник подводника, можно сказать. Вот А чем она тебя вот привлекает? Своей она агрессив- привлекает Своей силой? силой, конечно. Сопротивляется очень Он хорошо. хорошо сопротивляется. Да. Ну, Это силой мечта, получается, любого подводника. Это мечта да. любого подводника. Вот больше 10 килограммовый амур это достойный соперник любого подводного охотника. Так что все мечтают, все. Вот. Есть некоторые места, например, у них этого нету, таких рыб нету. А где вот почаще встречаешь вот белого амура? Под Белый камышами или в амур, ямах? Они где вот? Белый амур, например, как сказать, они в камышах, в основном камышах. основном. Они Они едят по-моему, камыш. питаются этими Они камышами. питаются, да. Вот. Оставайтесь с нами, будет интересно.
Где взяли хоть, как это было? На мели самое много метр воды, тина, камыш. Они Стоял. попадались покрупнее или как? Были, Были. но Ну и что у не нас? смогли аккуратно У подкрасться. нас еще охота продолжается. Да, у нас Еще не вечер. У нас еще будет и вечерняя охота будет, дай бог. Я думаю, у меня тоже будет шанс с Да. вами поплавать, попробовать И первый вас раз. научим, как плавать, как гидрокостюм одевать и охотиться. Ну вот и состоялась моя первая подводная охота. Рыба — это лишь причина, по которой мы лезем под воду. А сама изюминка заключается в процессе. От него мы и получаем истинное удовольствие. Подводная охота – это что-то среднее между рыбалкой и обычной охотой. От обычной охоты ей досталось гарпунное ружье, а от рыбалки – вода и рыба. Главная радость подводного охотника – это прозрачная вода и обилие крупной рыбы. А еще подводная охота – это активный вид спорта, где движение выступает главным фактором получения высоких результатов. Рыба не сидит на одном месте, она постоянно передвигается. Причем скорость ее может быть салютной. А почуяв опасность, она непременно попытается скрыться и делает это молниеносно. А когда впервые нырнул в озеро, обнаружил для себя иной загадочный и неповторимый мир с его обитателями, которых раньше видел только на суше, беспомощными, но по-своему красивыми. Рыбы видели много, в основном сазанчики и усачи. Мне удалось пострелять только 2 сазана, чуть больше килограмма. Но моим друзьям повезло больше, чем мне. Добытые нами сазаны были почти одного размера, но принесли нам море эмоций. Солнце клонилось к горизонту, день угасал, но на душе, несмотря на усталость,
было весело и безмятежно. Подводная охота, как способ активного отдыха, позволяет не только реализовать эти желания, но еще дает возможность получать большое эстетическое удовольствие. Ведь красота подводного мира и его разнообразие порой просто завораживают. Я туда поплыл, но всего лишь 2 зона. Не видно уже рыбу. Ночь опускалась на землю, и темнота заволакивала все вокруг. Рыбалка удалась на славу. Нет большего удовольствия для человека, чем, слившись с природой, почувствовать себя частью огромного прекрасного творения Создателя. Че, проплыл 500 метров, взяли всего лишь 3 сазанчика. Сазанчики по килограмму где-то, и всего лишь. Мелочи полно, но мелочь не стали стрелять. Думали, на крупного сама возьмем ночью. Но что-то не получилось, не повезло в этот раз. Видимо, не судьба. Взяли вот этих 3 сазанчиков, а крупных ничего не встретили. Узбекистан невозможно представить без солнечных лепешек, горячего плова и, конечно же, шашлыка. Кахрамон, я как понял, мы сегодня будем готовить шашлык. Да, наше традиционное блюдо, узбекский шашлык, будет у нас из баранины. И, конечно же, из рыбы. Из нашей добытой рыбы на подводной охоте. Сегодняшний, да? Да, сегодняшний. Будем делать барбекю, запекать сеточки. На шампуры и половину будем делать тоже сетки барбекю, баранину. Мы их мариновать будем, и рыбу, и мясо? Конечно. Так, расскажи, что нам нужно Для будет? баранины нам понадобятся ингредиенты. Это приправа наша, традиционная узбекская, соль, лук, ну и вода. А для рыбы также соль, немножечко приправа и все, барбекю. Всё готово. Да. Тогда начнем, я тебе буду помогать. Давайте-ка, с радостью. Начали. Наверное, самый вкусный будет шашлык с рыбой. Да. Знаешь То почему? И это будет вкусно. Знаешь Потому что почему? Да. Потому что это Вот это рыба самое главное. выловлена собственноручно на подводной охоте. Мы решили с рыбой сделать барбекю. Я сомневаюсь, когда рыбу своими руками добиваешь, Да. потом еще его готовишь, Еще не вкусная еще была. на природе, Может быть. в кругу своих друзей, наверное, нет ничего вкуснее в этом мире. Да. Знаешь, впервые где это блюдо приготовили и откуда это такое название этого блюда, Карамон? А с персидского перевода на русский шашлык обозначает 6, шаш это 6, а лик это кусочки мяса, да. Кусочки мяса. Получается, что 6 кусочков мяса. У нас шашлык готов? Шашлык готов. Будем накладывать? Да. Вот и все. За стол? Пошли. Пойдемте за стол. Ну что, друзья, наш шашлык готов. Что осталось у нас? Ну, какой может быть шашлык из свежесочного лучка? С уксусом. С уксусом обязательно. С перчиком, да, еще? Да, с солью, с перчиком. Со всеми делами.
Будем звать гостей? Давай. Дишоджон, идем. Добро пожаловать на наш скромный стол. Вот и закончилась сегодняшняя наша подводная охота. Вы смотрели народный проект «Узбекистан» на канале «Диалоги о рыбалке». Всем ни хвоста, ни чуи.